И я вижу, что сейчас как бы столкнемся или с машиной, или в те пакеты. Такие, чтобы ехать куда-то далеко, сумасшедшие, только мы с Машей, видимо. Они самое главное сами тоже смеются. Теперь будем ехать как эти покемоны. Проще заночевать в этой беседке будет. Всем привет! В сегодняшней серии мы вам покажем немного Самуи, а именно район Майнам, а также поездку Самуи-Краби, которая оказалась не такой простой, как мы думали. Поехали! Мы уже собираемся уезжать. Прожили мы тут целых 4 дня. Собственно говоря, все необходимое было. Столик, розетка на улице, свет. Везде висят вот такие вот фотографии Эвереста. Мне вот такая тематика понравилась. Ну и кондо называется Эверест Резот. Не кондо, а резот. Тут у нас все необходимое, все, что нужно. Это большая кровать King Size. Место, где можно поработать, посидеть. Ну и в комнате также есть смарт-телевизор, шкаф и зеркало. Набор минимум. Ну и самое главное, конечно же, кондиционер. На кухне есть тоже все необходимое. Это плита, раковина, холодильник, микроволновка, стул зачем-то нам принесли. Лампочку меняли. И что мне нравится тут, это вид. Смотрите на зелень. И еще, что мне еще больше нравится, это москитная сетка. И ночью мы даже не включаем кондиционер, потому что очень даже прохладно. И тут то же самое, тут есть москитные сетки. Это невероятно удобно. Ночью мы прям вот так делали и спали, было очень свежо. Самое, что прикольное, что тут нету звука машин, дороги, потому что тут вот во дворе сад. И дорога находится довольно-таки далеко, где-то метров 200. Это у нас первое место, где не слышно было дорогу. Место хорошее, тут можно вот походить, погулять по вечерам, что я и делал. Самое главное, да, конечно же, что 200 метров всего от моря, и это, конечно, большой плюс. Мы впервые жили в таком месте, где в пешей доступности было море. Не нужно было байк брать, ехать куда-то. И мы задумались о том, чтобы в будущем почаще брать такие места. Ну, из вещей у нас стабильно вот эти вот котомки, потому что мы едем на байке до Краби. Посмотрим на этот раз, за сколько мы доедем. Главное доехать. Вот мы приехали уже в порт, приехал наш паром. Наш байк стоит, мы первые среди байков. Изначально думали, что на 11, приехали без 5:11, но потом оказалось, что 11:30. У них иногда меняется расписание, поэтому мы так удачно попали. На самом деле, за то время, которое мы уже в Таиланде, паром для нас ощущается как не что-то такое, знаете, необычное, как в первые разы, когда я на нем плавал. Это было что-то фантастическое. Едешь, смотришь на изумрудное море, по краям какие-то там острова, во все глаза смотришь. А сейчас это просто как у нас, электричка или метро, тебе нужно куда-то добраться. 7-й или 8-й раз за последние 3 месяца на нем гоняем. И уже воспринимается, конечно, немного по-другому. Но, тем не менее, сейчас немного снимем, вам покажем, потому что это всегда очень красиво. Паромы все по сути свои одинаковые, но тем не менее они чем-то отличаются. Вот именно такого класса паромов мы не катались. Тут уже такие комфортабельные, видите, места, потому что на Панган Самуи, Панган Суратхани гоняют, где в основном только пластиковые сиденья, а тут уже такие более комфортабельные. Ну и как всегда, на улице можно посидеть и можно зайти в идеальное место для Таиланда. Это с кондиционером. Тут просто идеально. Мы обычно садимся в самых первых местах. Вот, можно вот тут вот сесть и смотреть, куда мы будем плыть. Как у нас всегда традиция, мы кидаем монетку, чтобы обязательно вернуться. Маш, давай. Там, где нам понравилось.
Именно там, где нам понравилось, мы кидаем монетки. Ох, Машка кинула. Ну и я. Оп. С Самуи скоро мы увидимся, надеюсь. Когда мы едем до Суратхани, можно увидеть огромное количество таких островков, которые на горизонте у нас. Какие-то мы уже посетили, Ангтон, да, Краби, Яунянь, еще какие-то. Когда мы летели на самолете, их было просто нереальное количество. Мы смотрели во все глаза, мы вот снимали видео. Это очень красиво. И когда из самолета смотришь, и когда из парома едешь, это все невероятно классно. Самое интересное, что на этом пароме нету ни одного иностранца, кроме нас с Машей, а также всего 2 байка. Обычно, ну, их прям нереальное количество, а тут мы первые, единственные заехали, и уже когда закрывался паром, еще один байк заехал, там таец. Видно, не пользуется успехом Самуи Суратхани. Странно. Мы только что поняли, что на байке именно с Самуи до Суратхани никто не едет. И из Пангана до Суратхани по той лишь причине, что кто поедет на байке потом с Суратхани там до Пхукета или до Краби или куда там, до Бангкока. Обычно огромное количество байков это Самуи Панган, Панган Самуи. Там прям половина парома это именно байки. А вот с Самуи до Суратхани вот 2 байка. Такие, чтобы ехать куда-то далеко, сумасшедшие только мы с Машей, видимо. Но надеюсь, это вам интересно смотреть. На самом деле то, что мы уезжаем, это, конечно же, грустно, печально. Очень хочется остаться, но тем не менее я понимаю, что если мы уедем там на родину на несколько месяцев, сделаем все свои дела, то у нас произойдет такая перезагрузка. И потом, когда мы уже поедем в какие-то другие страны, там Юго-Восточной Азии или еще куда-либо, то это будут уже такие настоящие, снова такие вот прям искренние, радужные эмоции. Потому что вот если бы мы после Таиланда сейчас куда-нибудь поехали, ну, в какую-нибудь страну Юго-Восточной Азии, там, допустим, Камбоджу или Вьетнам, то не было бы таких вот прям нереально ярких эмоций, когда ты приезжаешь с родины, и когда резкий контраст, смена обстановки, климата, людей, всего остального. Забыл совсем сказать, что в том месте, где мы вам показывали жилье на Самуи, Эверест Резорт, заплатили мы 500 бат за сутки всего. Также было включено электричество и вода. Это очень здорово, потому что у нас практически везде до этого всегда было не включено. И мы когда выезжали, еще там платили, доплачивали. Также была включена уборка, что тоже редкость. По идее, должны были убирать каждый день, но про нас почему-то забывали. Нужно было, я так понимаю, напоминать с утра, потому что там Тайка ходит. Ну, а как она ходит? Сабай, что-то в телефон смотрит. Ей, наверное, не сказали, или она забыла и ушла. А так как мы на целый день уезжали, мы не смогли это все проследить, поэтому за 4 дня у нас убрали всего 1 раз. Но ладно, ничего страшного, даже 1 раз уже было приятно, потому что мы думали, что это не включено. Поэтому снимали для вас обзор не с самой чистой комнатой. До этого мы жили на Чавенге и не рядом с пляжем, а тут впервые рядом с пляжем. И, конечно, это очень здорово, потому что ты выходишь, буквально проходишь там 200 метров, и все, ты уже у моря, не нужно байк, не нужно вообще там ничего с собой, какие-то котомки, там, чтобы переодеться, и все супер. Вот видите, есть только машины, и наш байк единственный стоит, будет первый выезжать. Первый заехали, первый выехали.
Мы уже отъехали где-то километров 20-30. И была такая ситуация, я уже думал, ну, скорее всего, сейчас мы где-то остановимся, потому что у нас бензин заканчивался. И будем искать где-то бутылки, знаете, продаются. Газолин по 30, по 40 бат, потому что у нас уже горела лампочка. А если бы мы выехали на трассу, где уже ехать, там километров 50-100 иногда бывает просто без каких-либо остановок, без магазинов, без заправок. И мы уже ехали, честно говоря, боялись, что все, сейчас буду толкать до какого-нибудь местного магазинчика или еще чего-то. Но вот у нас заправка была на пути. Заправились 200 бат full бак. Вы спросите, почему мы не заправились заранее? Да потому что вчера куча всего снимали, дрынки, майнам, квадрокоптер, все остальное. Когда думаешь о контенте, работает как там творческая сторона и забываешь там о всяких нюансах. А сегодня мчались быстрее на паром, думали, что уже опаздываем. Но ничего, также интереснее, адреналин уже бьет. У нас также кончилась вода, мы вот закупили большую бутылку. Дали бесплатно? А почему? Не знаю, я говорю, how much? Ничего себе, дали бесплатно это. Наверное, заправляешь полный бак, тебе дают бесплатно. Прикольно, у нас бы так сделали. Вон, девушки, которые раздают все бесплатно. Молодцы какие. Ну что, наш железный конь везет нас вперед. Мы уже проехали больше трети пути, где-то за час. Думал, буду ехать лайтово 80-90 километров в час, но это очень неудобно, потому что когда едешь 80-90, все время утыкаешься в какую-то фуру или какой-то там не очень быстрый автомобиль, а когда 100-110 уже летишь, обгоняешь, в принципе, нормально. Намного удобнее ехать, вот мне 100 км в час, это вот идеально. Когда 110 уже не все успеваешь, там не все ямки объезжать. Из ощущений у меня сейчас вот, знаете, руки как будто бы онемели, потому что затекает все время их вот так вот держать. Плюс, конечно же, у меня практически затекли ноги. Вот наш байк, чтобы показать, что мы не на автобусе едем. Уже забыл, что такое долгая поездка на байке, потому что там на Самуи, на Пангане особо некуда-то и ездить. Там за 25 минут ты проезжаешь практически весь остров. На такие расстояния, конечно, тяжеловато ездить. Устаешь прям нереально. Хотя ничего ты не делаешь, ты просто сидишь все время в одной позе с таким наклоном, потому что когда такой наклон, шею очень больно. Все время шлем, он вот так вот утыкается в нос, забрало вот это вот, и очень сильно давит. Не знаю, поедем ли мы еще когда-нибудь на такие большие расстояния на байке, уже 50 на 50. До первой поездки я думал, мы всегда будем ездить, мы даже с Машей хотели там с Пхукета до Паттайи поехать, там 1200 километров, с остановками какими-то там по 300 километров в день. Но сейчас не знаю, что такое сомнительное удовольствие, потому что был такой момент, когда мы ехали по левой части, по которой обычно байки ездят. Я хотел объехать какой-то такой небольшой грузовичок. И там была очень плохая дорога, ямки, какие-то мусор, еще что-то. Но я думал, сейчас быстро проеду, и все будет хорошо. Но эта машина, зараза, стала наоборот приближаться к нам. И я вижу, что сейчас как бы столкнемся или с машиной, или в те пакеты. Пришлось экстренно тормозить, а потом ее объехали справа. Я уже понял, что 90% обгонов мне нужно делать именно справа. Я когда ехал на Панган, в принципе, всегда справа обгонял, но тут что-то решил слева, но это все-таки не стоит делать. Сейчас мы с Машей отдохнем, водичку попьем, зарядку вот такую вот поделаем и поедем дальше, пока световой день. Потому что когда будет темно, я уже так сильно гнать не буду, там будет километров, не больше 80 буду делать, поэтому за 3 часа нам нужно проехать 80% нашего пути. Минус Краби в том, что большая его часть вечером почему-то не освещается. Там есть одна улица, она освещается, а все, что прилегается, нет. Мы когда там жили, по вечерам ездили, конечно, приятного мало, потому что едешь в какой-то последний момент, видишь какой-то байк, который без фонарей, у него все выключено, и только видишь так вот что-то,
проехал. Приходится включать дальний свет, но дальний свет на PCX, знаете, он такой себе. Но единственный плюс в долгой поездке, конечно, адреналин зашкаливает. У меня все время пульс где-то 140. То есть жир сжигается очень хорошо. Ничего не делаешь, сидишь, но у тебя пульс 140. Ну, едем дальше. Мы уже проехали где-то полпути. В Таиланде есть такие специальные остановки, сейчас покажу, придорожные, такие беседки. Я их все время видел и думал, как бы успеть в них остановиться, потому что всегда думаешь, как бы остановиться, проехав уже километр на скорости 100-120. Но тут успел, назад вот так вот проехали. Это плановая у нас остановка, потому что мы сейчас чуть позапускаем квадрокоптер. Ну и вот, собственно говоря, вот такая вот дорога. Справа машины, слева байки. Но слева очень часто бывает вот такая вот кора. В последний момент ее видишь, кое-как объезжаешь, поэтому я стараюсь ехать не совсем где байки, а вот тут, потому что на скорости 100-110 это более-менее хорошо. Ну что, мы дождались дождя, мы ехали прямо на огроменную тучу и в итоге в нее въехали. Прямо смотрел по прогнозу погоды, что дождя не будет. Теперь будем ехать как эти покемоны какие-то. Ну что, пошел сильнейший дождь, прям нереально большой. Уже, кстати, стал меньше. Мы уже где-то минут 5 сидим, пока микрофон подключали. Стал чуть поменьше. Но ехать, конечно, нереально в такую погоду. Вот тайцы собираются. Как всегда, смеются, веселятся. Маша смеется над тайцами. Смеются над собой, над нами. Мы укрываемся в беседке, но она чуть-чуть протекает. Ехать вообще невозможно, нереально. Мы пытались ехать, но сейчас уже ливень стих, это он еще стих. Представляете, что было? Мы ехали, прям рядом сверкало, громыхало. И дождь такой силы, что я еду на 40 км в час. Меня стреляет с такой силой, я не знаю, как будто вы пинг-понг играешь, и вот в бронежилет тебя бьет. Хорошо, мы взяли с собой плащи, потому что тут ни 7-Eleven, ни Family Mart, ничего нету. Вот то, что у нас было с собой, это нас спасло. Все, тайцы другие тоже поехали. Как они так поехали, не понимаю. Но, наверное, где-то рядом живут. Или нас испугались, что мы ковидные тут приехали. Сейчас еще немного подождем. Светлее станет и поедем. У нас, в принципе, времени не так много, уже 5 часов. Видите, на аварийке все едут. Когда проезжает машина, какой-нибудь дальнобойщик прямо рядом с тобой, брызги летят с такой силой, что страшное дело. Маш, ты что думаешь, как тебе? Я надеюсь, что дождь у нас пройдет хотя бы там минут через 20, через 30 минут, потому что ехать вот так вот еще и ночью, это вообще полный трэш будет. Такое ощущение, что проще заночевать в этой беседке будет. Нам осталось ехать всего 60 километров. По сути, за сколько там? Минут за 40 можно доехать. Тут такой дождь. Самое главное, чтобы он прекратился хотя бы минут на 40. Мы бы проскочили, а то сидеть тут целую ночь вообще не хочется. Самое интересное, что я смотрел прогноз погоды, Самуи было. Вчера, сегодня, завтра солнце 32-33. Краби было солнце тоже там 31-32.
И вот такая погода. Это вот, собственно говоря, то, какая бывает непредсказуемая погода в Таиланде. Но я смотрел на айфоновском приложении прогноз погоды, также Яндекс Погода. Есть какое-то специальное в Таиланде приложение. Правда, оно платное, что-то там в районе $10 в месяц, но оно максимально точное. Подождем еще буквально, ну, наверное, минут 10-20. Просто ехать по такой погоде, ну, нам часа 2, потому что я не могу больше 40 км в час дожимать. И еще забрало, у меня и так там все в царапинах. А еще дождь льет, я ничего не вижу. Мы искали беседку, я смотрю, о, беседка, а это вывеска, сколько осталось ехать, ничего не видно. Едешь, темно, тучи, гром, вообще кошмар, короче. Ну ладно, будет что вспомнить в старости. Ну что, дождь уже стал поменьше, хоть и громыхает. Поедем потихоньку, потому что уже 17-19, а нам надо до заката приехать, потому что по темноте ехать действительно не очень хорошо. У Маши идут последние приготовления, чтобы все вещи у нас были в пакетах, чтобы не промокли, там техника. Что мне нравится у тайцев, что у них продумано все. Во-первых, такие хорошие дороги, по которым не страшно ездить на скутере, на макси-скутере. А второе, то, что есть такие беседки, где вдоль дороги, ну, они на расстоянии там 2-3 километра друг от друга стоят. Правда, она вот такая. Тут еще подъехал дедушка такой на байке, хотел, наверное, сюда зайти, а тут мы стоим. Он испугался заходить. Мы сейчас снимали наши дождевики, и потом еще Маша переодевала обувь, и машина остановилась. Тайская семья такая из машины, у вас все хорошо, мелочи приятно. Потому что я говорю, Маш, не надо вот прям тут останавливаться, давай дождемся там беседки. Маша говорит, надо сейчас здоровье дороже, да? Ноги должны быть в тепле. Смотрите, какие необычные байки Харли Дэвидсона. Это кастомные. Это прям нереально. Мы когда у нас был дождь, вот эти два байка пронеслись просто мимо нас. Это было, конечно, очень эффектно. Выглядит классно. Ну, все, нам осталось 38 километров. Что-то показывает 38 минут. Мы последний раз заправились. Вся стоимость поездки у нас обошлась 300 бат. Один раз полный бак было 200 бат, сейчас еще 100 бат заправился. 300 бат получается. Ну, плюс еще паром, да, сколько там? 350, того 650 на двоих. Это очень хорошая цена, мне кажется, да? Мы уже въехали в Краби, нам осталось буквально где-то 20 минут. Смотрите, какая красота на закате. Такой необычный Будда. Впервые такой видим. Но мы едем дальше. Ну что, вот 7 часов вечера, и мы вот только что доехали. Мой любимый клуб, флаги его тут висят, значит мы по адресу. Тут нас встречает кошка, не знаю, видно, не видно, уже темно. Вот только что случился закат, там еще вот видно, как мы и планировали, мы приехали прям под вечер. Мы только что заехали, быстрый обзор, большая кровать, туалет. Все необходимое есть, холодильник, телевизор, шкаф, все, что нужно для того, чтобы провести тут одну или больше ночей. Всем спасибо за просмотр. Если вам было интересно и полезное видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!